Привет, вы на канале Взлет, меня зовут Ольга. В этом видео мы с вами будем тестировать тканевую салфетку для снятия макияжа. Когда-то в Oriflame была вот такая салфетка треугольничком для снятия макияжа, и 5 лет назад я записывала на нее обзор, где я снимала макияж с помощью этой салфетки, сравнивала с мицеллярной водой и выясняла ее свойства. Сегодня у нас будет с вами что-то подобное. В Oriflame вышла тканевая салфетка, она по материалу очень похожа, может быть чуть-чуть помягче, чем предыдущая белая, и другой формы. Она такая прямоугольная, и Oriflame говорит, что с помощью всего лишь теплой воды, это важно, должна быть вода теплой, и вот этой салфетки без применения каких-либо средств можно снять любой, даже самый стойкий макияж. И сегодня мы с вами посмотрим, справится ли эта салфетка. Я сниму весь макияж, который вы сейчас на мне видите. Обычно наоборот делают, наносят макияж, но сегодня мы будем снимать. И я сниму этот макияж, и потом возьму тоник и протру лицо, возьму мицеллярную воду и протру глаза, и мы посмотрим, останется ли что-то после того, как я поорудую салфеткой. Но прежде чем начать умываться, назовем это умыванием, да, очищать лицо, я, наверное, надену еще одну новинку Oriflame на голову. Это повязка. Милая, супер мягкая, с бантиком, которая бережно уберет мои волосы с лица. У повязки универсальный размер, очень приятный на ощупь материал. Она многоразовое использование, ее можно стирать. Ширина ее 8,5 сантиметров, а длина окружности в нерастянутом виде 39 сантиметров. Материал и повязки на голову, и тканевой салфетки переработанный полиэстер. У повязки есть бантик, который при желании вы можете вытащить. Ну, такой кокетливый, милый, девчачий. И мне нравится, что эта повязка сделана в темном оттенке, значит, она будет не маркая. Ни при умывании, очищении лица, ни при демакияже, ни при макияже не будет видно каких-то мелких загрязнений. Но все равно лучше ее стирать периодически. Итак, повязку я надела. Если жара, как сейчас, например, у меня, то, возможно, будет немножко в ней жарковато, а во всех остальных случаях прекрасно. Итак, как использовать тканевую салфетку? Надо намочить по инструкции теплой водой, так же, как, в принципе, и предыдущую. Материал, мне кажется, что с одной стороны у салфетки более такой нежный, а с другой стороны чуть-чуть поплотнее. Но, возможно, это всего лишь моя иллюзия. Дальше салфеточку надо отжать и начать снимать макияж. Если макияж сильный, если он стойкий, то надо приложить салфетку и подержать. Я не знаю, насколько у меня стойкий сильный макияж, но давайте сначала попробуем просто провести. Начну я, давайте, с тона на лице и посмотрим, как эта салфеточка будет справляться. Вот мой тон весь остается на салфетке. Позиционируется подобный продукт как экологичное и экономичное снятие макияжа. Это европейские придумки, может быть, корейские, кстати, даже не знаю, кто там первопроходец, но смысл в том, что они заботятся об экологии и хотят, чтобы меньше тратилось воды. Хотят, чтобы постирать такую салфетку, тоже вода, наверное, нужна. Но я вот вижу, что у меня тон, он прямо уходит на салфетку. И сейчас я пока сознательно не меняю стороны, потому что я хочу потом пройти еще на чисто. Вот мне интересно, насколько вот этих сторон салфетки у меня хватит. Ну, например, я вижу, что тона на лице-то уже и практически нет. Ну, только, может быть, где-то в каких-то местах. Удобно, чем вот мне уже нравится, то, что она гладкая, и когда я веду по лицу, у меня за этой салфеткой кожа не тянется. Даже когда полотенцем просто вытираешься, то кожа немножечко, она идет за полотенцем, а здесь кожа остается как будто бы на месте, но вот тон у меня стирается. Так, давайте я сейчас сотру еще две другие зоны на лице. Давайте я удалю макияж губ. Здесь у меня помада Cushion. Я думаю, что, в принципе, проблем не будет ее удалить. Даже, кстати, блеск почти удалился. И
глаза. Это самое сложное. Такая салфетка подойдет людям, у которых есть аллергия на очищающее средство. Можно просто взять вот тряпочку и умыться без использования любых вообще косметических продуктов. Итак, прикладываем к веку, держим, как написано, несколько секунд. Мне очень интересно, как она справится с тушью. Удобная вещичка в дороге, где-то в поезде, либо в самолете, может быть, снять макияж. Вау, мои тени, ой, блеск остался. Блески все осыпались за нижнее веко с теней, но я сейчас попробую другой стороной. А вот тушь прямо переходит на салфетку. Кто-нибудь, кстати, из вас использует подобные продукты постоянно, именно вместо очищающих средств? Или все-таки таких героев нет, вы все равно справляетесь с очищающими средствами? Так, давайте сейчас второй глаз. У меня на веках стойкие тени, новые, с эффектом металлик, и вот весь этот металлик у меня обсыпал глаз, то есть его салфетка не примагничивает. Вот это я сейчас точно вижу, но тушь просто вот идеально смывается. Я осознанно, видите, с одной стороны, извините вот за такой неэстетичный вид, сейчас снимаю только одной стороной, потому что потом второй стороной я уже буду удалять на чисто. Как это работает? Я не могу понять, как это работает, потому что, вот, смотрите, тушь не размазывается, она не остается на веках, а она просто переходит на салфетку, как будто салфетка является магнитом. Кто вообще такое придумал? Возьмите просто полотенчико мокрое, вытритесь им, и все, у вас нет макияжа. Забудьте про свои баночки. Кому-то пришло же это в голову. Ну все, смотрите, кроме небольшой обсыпки блесками, у меня, в принципе, как мне кажется, макияжа почти не осталось. Ну, я не совсем доверяю вот такому одному разу, поэтому я сейчас выворачиваю эту салфеточку и второй стороной, которая у меня осталась, я уже прям буду уже протирать лицо. Протирать, вытирать, потому что эта салфетка должна справиться по тест-драйву. Вот, смотрите, тушь еще остается, тушь еще не вся ушла. И потом будет тоник, и потом будет мицеллярка. Я посмотрю, насколько, что будет на ватных дисках. Ну, блеск теперь у меня на всем лице от теней. То есть такие мелкие блески, я не знаю, все равно проточной водой смывать надо. А все остальное, на мой взгляд, ну, здесь еще, смотрите, еще вот тон остался на салфетке. Но лицо однозначно задышало. Еще, кстати, для возрастной кожи может подойти такая салфетка, потому что, опять же, после очищения не будет кожа стягиваться. Так. Ну что, достаточно, наверное. Вся салфетка у меня в моем макияже. Я могу отметить, что в принципе нормально. Для дороги особенно. Либо если нет условий, либо если кожа не переносит очищающее средство, нормально. Но многие из вас знают, что я-то умываюсь. Гидрофильное масло, мицеллярная вода, очищающее средство, тоник. Я люблю прям тщательно, как следует. Поэтому я беру ватный диск сейчас и экзамен устраиваю нашей салфетки. Сначала глаза. Смотрим, что осталось. Брови, кстати, у меня тоже были накрашены, но они как-то поехали вместе с глазами. Так, ну, смотрите. Туши чуть-чуть есть, не знаю, видно ли вам, но вот небольшое количество здесь все равно осталось. Теней нет совсем. Может быть, вы знаете какие-то секретики, как пользоваться этим аксессуаром для очищения, пишите в комментариях, потому что уже 5 лет все-таки этой салфетки. Я уверена, что у вас есть какие-то свои фишки, которыми вы можете дополнить в комментариях мой обзор. Итак, немножко желтизны, немножко. Вот со второго глаза, кстати, туши вообще нет. Это была мицеллярная вода. Ну что, давайте-ка мы мицеллярной водой протестируем и тон, насколько он снят с лица с помощью этой салфетки. Ну, желтенький ватный диск у меня.
И салфетку я использовала, вы видели, очень экономично, с двух сторон. И макияж, не сказать, чтобы у меня был такой прям очень сильный, ну, тон, ну, румяна, пудра, но все равно вот желтизна небольшая от тона есть. И давайте теперь я возьму тоник и пройду по лицу тоником. Когда я очищаю лицо, снимаю макияж гидрофильным маслом, мицеллярной водой, у меня такого нет. У меня абсолютно чистые ватные диски. И вот проходим еще тоником, и практически уже ничего не осталось, но все равно вот небольшая желтизна. Какой вывод я могу сделать после тестирования этой салфетки? Она может отлично подойти для того, чтобы снять макияж. Вот, то есть вы идете очищать лицо вечером, и вот вам нужно снять макияж, вы этой салфеткой лицо протираете, вытираете, а потом обязательно ее надо постирать, ее надо держать только в чистом виде, то есть после каждого демакияжа вы ее стираете, и после этого я бы порекомендовала очищение лица. Вы берете свое любимое очищающее средство и уже этот свой макияж окончательно удаляете с лица. Если вы рассчитываете, что просто вы возьмете эту салфетку и протрете лицо, все равно макияж, остатки какие-то на лице у вас будут находиться. Поэтому фиксируем в своем сознании, что эта салфетка не для очищения лица, а для снятия макияжа. В принципе, справляется неплохо, но с последующим очищением. Это был мой тест-драйв тканевой салфетки для снятия макияжа. Пишите обратную связь в комментариях, был ли он вам интересен и полезен. Ставьте лайк под этим видео, если это так. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал Взлет и нажимайте обязательно на колокольчик, чтобы получить оповещение о том, что вышло новое видео о новинках Oriflame, и посмотреть его самыми первыми. Пока-пока.